Мы в Дамаске, столице Сирийской Арабской Республики, которая на слуху у русскоговорящего человека последние 7 лет. Я приехал сюда, чтобы посмотреть, что такое настоящая Сирия. Преодолел десяток передряг на границе, но в итоге наконец-то попал сюда. И сейчас иду по спокойному, яркому, залитому солнцу Дамаску. Давайте посмотрим, какой этот самый настоящий Дамаск, как он выглядит и что здесь происходит. Стоит ли вообще сюда ехать и пробовать такой опыт, как поездка в Сирию? Приятного просмотра, погнали! О, Господи, это же и есть тот самый аутентичный Дамаск. Вы посмотрите на этот дом, да, на эту суету, на эти пробки, на этих людей, которые спешат делать свои дела, покупать. Это же просто невероятно. Дамаск, и я думаю, что Сирия в целом это одна из самых некомфортных в плане передвижения мест, потому что ты вынужден просто идти по дороге, идти между машин, перемещаться, вилять. Здесь нет тротуаров, а если они есть, то они просто переполнены огромнейшим количеством людей. Суета. Большинству людей кажется, что здесь всегда и везде война. Я вижу туристов примерно раз в месяц, может, дважды. Грустно видеть, что в одной из старейших стран так мало туристов. Визы на границе дают очень сложно, если у тебя нет приглашений, нет чего-то, но благодаря там участию местных, да, которые на самом деле, если говорят по-английски, то хотят помочь, нам удалось, пускай спустя 2 часа, но наконец-то получить заветный въезд. Все, кого мы встретили, кто умеет говорить по-английски, они проявляли какое-то внимание и заботу, да, то есть как у вас дела, все ли у вас хорошо, все ли нормально и так далее. А все-таки в основном, мне кажется, люди не умеют, но они стараются как-то поучаствовать, да, то есть, кстати, интересный факт, тут везде вот флаги Сирии, все стены буквально во флагах, забитые витрины, все в сирийских флагах. Интересно. Смотрите, какие проблемы здесь с общественными парковками, все забито. Но я одновременно с этим вам показываю этот прекрасный Volkswagen Жук, да, такого лазуревого цвета. И рядом с ним тоже потрясающий яркий оранжевый Peugeot старый, да. Но здесь на самом деле есть и современные машины. Вот стоит Hyundai, то есть здесь как бы все-таки не глубокое дремучее прошлое. Вот, кстати, например, флаги, про которые я вам рассказывал, они, конечно, везде, да, даже в действующих местах каких-то. Друзья, смотрите, что такое парковка по-сирийски, да. Это вот так вот, прям когда ты въехал уже, и нормально. Это не авария, не ДТП, я не шучу. Это просто люди стоят на парковке, как бы, и все нормально. Вот, паркуются впритык. Здесь нет проблем с авто, я езжу на отцовской машине. Что насчет топлива? Бензин. У нас есть специальные смарт-карты, по которым ты можешь купить 25 литров в неделю. Если нужно больше, ты можешь запросить еще, но цена будет выше. Это все в мобильном приложении. Вот она, потрясающая русская семерка, да, прямиком на сирийских номерах, ребята. Это вам не хуйня, это настоящая русская машина, которая непонятно как здесь оказалась. На самом деле таких, как она, здесь очень много, и она не единственная. Таких здесь реально десятки, сотни. Это больше всего, чем я когда-либо видел в странах, где я был.
Обязательно стоит попробовать местную еду, к тому же она дешевая и действительно вкусная. Еда – одна из самых прекрасных вещей в Сирии. Thank you. И вот так вот. Ты заходишь в кафе, тебе сразу дают, да, что-то перекусить, да, приглашают внутрь. Хотя люди совершенно не говорят ни по-английски, никак иначе. Что вот так выглядит сирийский завтрак, да, смотрите, это у нас йогурт с орешками, с хумусом, со специями, с жареными такими лавашиками. Это у нас фалафель с специальным соусом, и это у нас соленье. Да, кто придумал есть соленье на завтрак, я, конечно, не знаю, но вот положили лаваш прямо на стол, как тарелку. Но здесь так принято. На двоих, вот. Горячая, притом самое интересное же, что это горячая, то есть холодный йогурт, горячая основа, просто потрясающе. Вот что можно купить на 90 рублей в Сирии, в Дамаске. Это 6 целых огромных булочек. Цыгане постоянно подходят, 7 цыган. 6 огромных булочек, они выпрашивают деньги 90 рублей. 90 рублей. Смотрите, вода. Здесь у нее такие выносные столики абсолютно кустарного, да, какого-то производства. Самая вкусная еда вот здесь на улице за буквально $2. Потрясающе, просто потрясающе. Я забрался в сирийский супермаркет, ларечек такой маленький, который торгует разными прикольными товарами, да, импортными в основном. Вся санкционочка, вот оно будущее России, вот оно будущее России, вся санкционка. Будет здесь Пепси, Кока-Кола, сигареты, все будет здесь. Это все импортное, да? В правом холодильнике импортные напитки, а в левом местные. Мне кажется, что вкус одинаковый, нет? Настоящая кола, да, сделанная по лицензии, да, вот это вот санкционочка. Узнаете, да, схожести, потому что вот это делается здесь, она стоит в 2 раза дешевле, а вот это везется из соседнего Ливана, да, она дороже в 2 раза, как и, собственно, любые напитки здесь. Собственно, вот, кстати, вот она импортная, даже Пепси, да, правда, мини, а здесь местная, и она стоит даже дешевле, чем вот такая вот баночка, маленькая, малютка, она дороже, потому что это все там импортное, с настоящим вкусом. И что говорить, да, когда здесь... Смотрите, какой выбор, да, импортное пиво. Пиво, кстати, между прочим, да. Сирия, чтобы вы подумали, вот, пожалуйста, пиво. Можно купить алкоголь в специальном магазине или баре. С этим нет никаких проблем. Главное, не пить на улице. Да, это вполне нормально. Пьем сейчас миринду, значит, это нас угостили просто местные ребята, говорят, попробуйте, если нравится, то возьмите еще бесплатно, а денег отказываются. Это самая удивительная вещь, как в какой-то, да, беднейшей стране люди по-прежнему гостеприимные, это вообще потрясающе, то есть они понимают, что это в их силах, хотя, может быть, им это принесет какие-то неудобства, но это, конечно, потрясающе, насколько люди здесь пытаются быть открытыми, добрыми, да, показать свою широкодушие и все такое. Это очень круто. Сейчас здесь достаточно спокойно, во всяком случае Дамаск это абсолютно спокойнейшее место, да, тут бывают какие-то случаи, но они происходят достаточно редко. Здесь не многим опаснее, чем в условном Израиле, куда бомбы падают ежедневно. Центр города, да, там идеально подходит для любых туристических поездок. С тех пор, как война закончилась, здесь очень безопасно. Все спокойно. В Дамаске, сейчас я говорю только о Дамаске, жизнь возвращается в нормальное русло. Сейчас я покажу, как переходят дороги в Сирии. Ты просто идешь и стараешься сделать так, чтобы тебя не сбили. То есть идет просто трафик, все едут, и ты переходишь дорогу в этот момент. Потрясающие автобусы школьные, просто вы посмотрите на них, вы посмотрите, да, идут дети вокруг. Вау! Это красивый автобус, да?
Здесь рядом школа. Здесь только девочки? Да, потому что это начальная школа. Когда ты учился, в твоем классе были только мальчики? Нет, мой класс был смешанным. Мальчики и девочки вместе. Потому что это была частная школа. Сколько у вас классов? У нас 12 классов. Во сколько лет вы начинаете учиться? Мы ходим в школу с 6 до 18 лет. What's your name? My name is Gordy. Gordy. What's your name? Nadra and Roy. Надра, Рой. Тамам. Все подходят, да, пытаются знакомиться. Абсолютно потрясающая атмосфера, друзья, потрясающая. Стоит буквально свернуть один квартал, и вот такая вот аутентичная, тихая улочка, флаги, да, здесь все в том состоянии, в котором оно должно быть. А вот тут вы посмотрите, какая потрясающая деревянная дверь. Просто класс. Все, арабский звонок. Но сделали еще обычный. Интересно, какой из них, ну вот, если он не работает, он не работает. А вот этот всегда работает, потому что сделан на века, да? Потрясающе. После того, как в Сирии началась гражданская война, местная экономика стремительно пошла вниз. Чтобы вы понимали, около 10-15 лет назад курс местной валюты был 45 лир за доллар. Да, сейчас 7500. При этом это реальный курс, официальный 1500, то есть банки занижают курс очень сильно, поэтому здесь очень активно работает черный рынок, на котором курс в 5 раз выше, то есть нормальный, реальный, скажем так, да. Разумеется, курс просто нарисованный, да, как это часто бывает. Не купить по такому курсу валюту нельзя, ну, соответственно, продать, наверное, можно. Покупать валюту местным запрещено, да, только в случае специальных каких-то выездов, да, если они выезжают за границу. Здесь есть обменные пункты, но они работают только для иностранцев. Ну, и для тех, кому нужно выехать, у кого есть специальное разрешение на обмен валюты. Поэтому ищите, как говорится, параллели, вот, и храните валюту под подушкой. Да, кстати, никакой банковской системы здесь уже и в помине нет. Банковских карточек тоже нет, то есть они там как факт каких-то частных банков существуют, но смысла в них тоже особенно нет, потому что наличная валюта — это здесь, конечно, основной инструмент, и люди активно используют большую кучу макулатуры, носят с собой кучу бумажных денег. Допустим, видите вот эту пачку? Это $20 примерно. Ничего не работает. Последние 8 секунд на этой флешке еду в машине полной арабов. Есть районы, в которых плохо все. Сирийская баня — это сирийский базар. Что это? Это аккумулятор. Электричество дают кусками. 3 часа есть, потом 3 часа без электричества. Уберите детей от экранов.